Приветствую всех, Лев на связи из Удмуртии. В этом видео немножко покажу удмуртских пейзажей наших и расскажу о подготовке машины Lifan X60 к поездке на юг. Ну, собственно, кто давно мой канал смотрит, понимает, что речь про Абхазию. Вот, а машина, собственно, вот сзади. Короче говоря, был звук слышен при нагрузке, то есть при движении. Ну, так скажем, начиная со второй по четвертую передачи. Вот, ну или там по скорости от 40 и плюс там выше километров в час. И этот звук мне беспокойство создавал некоторые, то есть я не решался с таким звуком отправляться в дальнюю поездку. Вот. Были проверены, значит, ступичные подшипники, даже заменен внутренний шрус левый. Все это не устранило как бы этот звук. И сегодня вот целый день был посвящен ремонту автомобиля. Вот, собственно, показываю вам, какой был звук. Послушали звук, оценили его, а теперь оцените удмуртские пейзажи на закате. Есть еще у нас такие места, куда можно заехать на машине. Они отчасти уже кому-то принадлежат. Вот. Постепенно доступ к ним закрывается. Вот. Но тем не менее еще пока есть возможность вот так вот просто заехать какими-то тропами автомобильными или народными и полюбоваться вот этим всем. Еще довольно зябко, хотя конец апреля, видите, я в шапке и немножко продрог, поэтому может немножко даже голос будет чувствоваться, что дрожит. Ветер дует, короче, мерзну я. Вот, но это видео я все-таки хотел заснять вот в таком красивом месте. Дальше, значит, рассказываю, как по ходу действия все происходило. Можешь еще так это показать саму? Так, вот подшипник дифференциала, вот, значит, сателлиты. Вот сателлит, да. Вот граната входит вот в сателлит и вот в подшипник. Вот так вот она стоит. Так. И вот, и она может быть вот с дифференциалом гуляет, а может быть вот так вот с сателлитом гуляет. Вот два варианта, понимаешь? Сняли коробку. Вот диск сцепления. Здесь вот видно, что пружинки обо что-то терлись. Судя по всему, в этом была проблема. Вот здесь на болтике видно, задевало. Разобрали коробку. Так вот это все выглядит. Ничего пугающего нету. Подшипники, все крутится. Вскрыли. Дальше подшипник вторичного вала. Все видно под замену. Остальное все в порядке. Новое сцепление без асбеста, без глютена, без сахара. Вернулся я в машину, потому что не могу, я замерзаю просто. Короче говоря, для семейного бюджета, конечно, нашего очень серьезные вложения получились. Вот так вот по подготовке машины в поездку. Вот. Но в любом случае на машине, конечно, экономичнее на юг ехать. Но это по опыту. А приведенная в порядок машина, она будет служить и нам там, и вернемся. То есть это все равно вклад как бы в будущее, поэтому адекватно как бы к этому отношусь. Короче говоря, как вы поняли, в итоге проблема была решена, то есть звук пропал. Все, сейчас еще обкатку некоторую пройду, где-то покатаюсь, вот понаблюдаю, послушаю все. Вот, и уже будем собирать чемоданы. В итоге вот
заменили, получается, сцепление полностью в сборе. Вот, и подшипник вторичного вала был заменен. Вот кому-то, может быть, кто-то столкнется с такой же подобной проблемой, будете знать, куда копать, в какую сторону. Вот почему я как бы этим вопросом озадачился, прям так кардинально. Вот, потому что, пообщавшись с людьми в группе, в сообществе ВКонтакте Lifan X60, как раз я тоже этот кусочек видео там разместил со звуком, который вот при движении был. И там человек написал, что подобное приходилось ему слышать. И буквально человек там покатался 2-3 месяца, у него рассыпалась вся внутрянка коробки передач. Поэтому, чтобы этого не было, естественно, нужно было залезать внутрь, все делать. Ну вот, подшипник я вам показывал. Ну что ж, на этом видео завершаю. Спасибо за внимание. С вами был Лев из Удмуртии. Вот, если было видео полезным чем-то, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, делитесь в комментариях вашими, может быть, наблюдениями, замечаниями, вашим опытом. Думаю, это будет полезно другим людям. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал.